Привет, армия. Тэхён и Чингук больше не вместе, потому что ничего не публикуют. Подобные фразы часто возникают на фоне сомнений и утраты, как будто единение можно измерить только постами, фотографиями или публично доступными моментами. Но давайте остановимся и подумаем, с каких это пор настоящая любовь, дружба или близость зависит от визуальных свидетельств в интернете. Мир, в котором они живут, отличается от нашего. Тэхён и Чингук выросли в центре внимания. Каждая улыбка, взгляд или маленький шаг могут стать предметом спекуляций. Они усвоили, что не всем нужно делиться, чтобы существовать, что молчание порой гораздо честнее тысячи постов, созданных исключительно для удовлетворения чужого любопытства. Мы слишком часто забываем, что невидимое не значит нереального. То, что они больше не делятся моментами вместе на публике, не означает, что их отношения закончились или угасают. Возможно, они предпочитают жить тихо, наслаждаясь обществом друг друга, не выставляя это на показ. За кадром, вне кадра могут быть простые разговоры. Неслышный смех или незапечатленные встречи. Эти маленькие моменты гораздо ценнее всего, что вы можете выложить в сетях. Вспомните, как они всегда старались сохранить границу между своим личным и публичным мирами. С самого начала эти двое никогда не выставляли свою близость на показ ради самоутверждения. Именно это молчание делало их отношения крепче, искреннее и реальнее. Так что не спешите делать вывод, что Тэхён и Чингук больше не вместе, только потому, что вы не видите никаких доказательств на экране. Иногда самая настоящая любовь зарождается в тишине, в пространстве, известном только им двоим, где нет камер, нет публики, только они и реальность, которую они решили защитить. Для тех, кому все еще нужны доказательства или какое-то подтверждение того, что Тэхён и Чингук все еще вместе, просто потому что их не видно на фотографиях, в прямых трансляциях или сторис, я хочу искренне спросить, откуда берется эта неуверенность? Почему их отсутствие на публике, кажется, означает, что между ними больше нет связи? Возможно, ответ кроется в том, как мы привыкли измерять привязанность осязаемыми вещами, как будто того, что не показывают в социальных сетях, не существует. Но Тэхён и Чингук никогда не были такими. Они никогда не чувствовали необходимости что-то доказывать, потому что их связь всегда ощущалась настоящей в мелочах, во взглядах, которым не нужны слова, в молчании, которое говорит громче тысячи постов. Они всегда предпочитали защищать свое личное пространство, оберегать то, что у них есть, от любопытных глаз, которые пытаются интерпретировать все лишь сомнением или чрезмерным любопытством. Оба выросли в индустрии, которая постоянно отслеживает каждое их движение, слово и жест. Но когда они решают поделиться небольшой частью своего мира, это исходит от искренности, и этого должно быть достаточно. Каждый раз, когда Тэхён публикует, казалось бы, простую фотографию или Чингук упоминает что-то, казалось бы, тривиальное, за этим всегда кроется гораздо более глубокий смысл. Будьте благодарны, что они все еще решают делиться, что они все еще присутствуют по-своему, что они не ушли и не отдалились полностью. Они делают это, потому что знают, что есть люди, которые относятся к ним с любовью, с уважением и которые понимают, что близость не всегда должна быть публичной демонстрацией. А тем временем, те из вас, кто любит их и был здесь долгое время, сделайте что-нибудь хорошее для себя, сосредоточьтесь на своей жизни, на своих семьях, на своей дружбе, на любви, которая вас окружает. Растите, живите, мечтайте. Пусть ваше восхищение Тэгуком не превратится в зависимость или тревогу, а во вдохновение. Потому что если их отношения и олицетворяют что-то по-настоящему, так это баланс между любовью и свободой. Я уверена, что Тэхён и Чингук хотят видеть тебя счастливым, процветающим и доверяющим, а не постоянно ждать подтверждения тому, что они уже 1000 раз показывали тебе, даже не говоря об этом. Они не станут любить тебя меньше только потому, что ты перестанешь искать знаки каждый день. Напротив, любить их со спокойствием, уважением и доверием – это чистейшая форма поддержки. Забавно, как люди до сих пор смеются над тем, что Тэхёна и Чингука видят вместе не так часто, как раньше. Просто потому, что они больше не показывают это в социальных сетях, как будто отсутствие фотографий или видео означает, что что-то перестало происходить. Забавно, что людям нужно увидеть, чтобы поверить, хотя самое отличительное в этих двоих – это то, как они защищают то, что по-настоящему ценят. Не всем, что они делают, нужно делиться с публикой, есть моменты, которые они предпочитают сохранить только для себя, и это не значит, что они перестали делиться ими друг с другом. Если присмотреться, можно найти маленькие подсказки, которые говорят о многом.
На последней фотографии встречи Sugar Squad, которую выложил Тэхён, видны все участники, но, судя по ракурсу, композиции и тому, как она была сделана, кажется, что за камерой кто-то стоит. И хотя не ясно, кто это, многие считают, что это может быть Чингук, потому что это не первый раз, когда он появляется косвенно, не стремясь к славе, просто сопровождая их сзади, как он делал раньше. Когда кто-то искренне нравится кому-то и приглашает его в гости, они встретятся снова, несмотря на плотный график. Эта, казалось бы, обыденная фраза приобретает иной смысл, когда мы вспоминаем, как Тэхён познакомил Чингука со своими самыми близкими друзьями. Это не было чем-то внезапным, мы видели это давно, в поездках, отпусках и в моментах, подтвержденных их собственными словами или мелкими деталями, которые были обнаружены публикой, без необходимости говорить об этом открыто. За последние 2 года Тэхён показал, что, когда кто-то важен для него, он найдет способ сделать его частью своего мира, пусть даже и незаметно. И если посмотреть на это с этой точки зрения, недавняя фотография Сугой может стать еще одним доказательством того, что, несмотря на слухи или кажущуюся дистанцию, близость Тэхёна и Чингука остается неизменной. Возможно, они не выставляют это на показ, но им это и не нужно. Между ними есть связь, которую можно почувствовать даже вдали друг от друга, связь, которой не нужны слова или фотографии, чтобы что-то доказать. Хотя некоторые люди продолжают оценивать свои отношения по тому, как часто они появляются в социальных сетях, правда в том, что то, что у них есть, выходит далеко за эти рамки. Дело не в том, чтобы что-то доказывать, дело в том, чтобы продолжать разделять связь, которая сохраняется, несмотря на меняющиеся времена, плотные графики и общественные ожидания. Иногда они продолжают проводить время вместе, наслаждаясь обществом друг друга в уединенном пространстве, где они могут быть собой, вдали от шума и ожиданий других, и это то, что никто не может изменить. Возможно, это правда, мы больше не видим их в одном кадре, мы больше не слышим их смех бок о бок, как раньше, но любовь, или какую бы форму ни принимала их близость, не всегда расцветает в центре внимания, некоторые вещи развиваются, когда никто не смотрит. Тэхён и Чингук прошли через многое, они выросли, изменились и нашли свой собственный способ заботиться о себе среди мира, который не отрывает от них глаз. Возможно, теперь они предпочитают идти молча в разных направлениях, но это не значит, что путь окончен. Есть истории, которым не нужно публичное признание, чтобы выжить. Есть связи, которые остаются, даже когда их больше не видно. И, возможно, за всем этим молчанием все еще скрывается взаимное уважение, которое не угаснет. Оно просто живет в более зрелой, тихой, более личной форме. Так что, если вам грустно от того, что вы больше не видите их вместе, позвольте своему сердцу верить во что-то большее, чем просто картинка на экране, что все, что они когда-то разделяли, остается реальным, что, даже если время и расстояние изменятся, их следы не затеряются, потому что некоторые связи не нужно загружать, чтобы оставаться вечными.